Всем привет! В этом ролике из Филиппин я и мой кореш Юрец по прозвищу Бородач из Думагети поехали в город Себу, чтобы получать загранпаспорта. Смотрим, что у нас из этого получилось. Пожалуйста, не забывайте подписаться на канал. Это меня сильно мотивирует развиваться дальше. И когда я разговариваю с кем-нибудь по-английски, не забывайте включать русские субтитры. Поехали! Всем добрый вечер. Время 9:30 вечера. Мы с Бородачом подорвались и едем сейчас в Себу из Думагети. 4 месяца назад, если помните, я подавал заявление на загранпаспорт, чтобы не ехать в Россию и не делать там загранпаспорт. Мне написали из посольства, что мой паспорт готов. Бородач тоже подавался на паспорт, он ездил в Манилу, но где-то через месяц после меня. Вот. И нам написали из консульства, что наши паспорта могут привезти в Себу. И нам не обязательно ехать в Манилу. Это очень круто, потому что сэкономим много денег, и нам не нужно ехать в Манилу. Поехать в Себу — это всего лишь там 500 песо на автобусе, ну и 7 часов на автобусе. Вот. Но проблема в том, что нам написали сегодня из консульства в 2 часа дня. Точнее, мы получили письмо в 2 часа дня. А нужно быть в Себу уже завтра в 2 часа дня. У нас всего сутки. Поэтому мы взяли ночной автобус. Ночь у нас будет веселая. И где-то в 7 часов утра мы уже будем в Себу. Там потусуемся до обеда, заберем паспорта. Ну и по ситуации посмотрим, что будет дальше. Все, поехали. Прямо на корабле работает магазинчик, где можно купить снеки и лапшу быстрого приготовления. Тут же ее можно заправить кипятком. В 3:20 утра мы только что приехали в Себу, а у нас встреча на 2 часа дня назначена. Что нам делать дальше, мы понятия не имеем. Сейчас сориентируемся, подумаем, что дальше делать. Посмотрим, что здесь есть вокруг. Я бы отель какой-нибудь посмотрел из достопримечательностей. Такой часов на 6, чтобы... Где спят? У меня картонки нету спать на полу. Дождь стеной. У нас есть подозрение, что мы в тайфун приехали. Зашли в 7-Eleven, сейчас перекусим и, наверное, пойдем в гостиницу. Нашли на карте гостиницу метров 600 отсюда. Может быть, удастся немножко поспать, потому что нам еще тусить 12 часов в Себу. У нас встреча только в 2 часа дня здесь. Что нас удивляет и что бросается в глаза по сравнению с Думагети, все работает. Итри работают, фастфуд работает, столовая работает. 2 аптеки работают. Дядька вон и то работает. Мы сняли номер за 900 песо, прям от автовокзала в 600 метрах, с 2 кроватями, вот за 900 песо номер. Он так-то вроде большой, ну бывалый, видно, что бывалый. Даже кухня вот есть маленькая. Такой запах затхлый маленький. Не очень чистый номер. Но у нас сил просто не было. Мы немножко со временем, потому что обломались. Мы думали, где-то часам к 8 приедет автобус, туда-сюда. Подождем. Но что-то нету сил ждать, потому что ждать надо... 3 часа ночи. Потому что 3 часа ночи и ждать надо 10 часов. Да, ну 4 уже. Какой прекрасный утренний вид из номера нашего отеля. Видна зеленая крыша, красная крыша, коричневая крыша, синяя крыша. Вышли с отеля, сейчас пойдем навстречу в консульство наше российское, чтобы паспорта забрать. What's up? Очень оживленная улица, большой трафик. Сейчас зашли в 7-Eleven, возьмем позавтракать что-нибудь. А что мы будем брать вместо еды? Что это такое? Бутерброд?
мы остановились в 7-Eleven, чтобы позавтракать. Мы взяли себе пасту, готовый обед за 65 песо. Они его сразу же разогрели на микроволновке. Взяли себе по хот-догу за 35 песо. И я взял себе большой стакан молотого зернового кофе. Я не могу просыпаться без кофе. Нам еще, наверное, километр идти до посольства, до консульства, до здания, в котором будет сегодня консул. Потому что официально это консульство в Маниле находится, одно единственное. Но иногда у них бывают выезды. Давай, малой, скажи по-русски, я дам тебе соточку. Hello! Вот наше здание, где консул. Ayala Life, FGU Центр. Нам сюда. Юрца не пустили в здание, потому что он носит шлепанцы. По правилам нельзя зайти в это здание в шлепанцах. В административное здание в шлепанцах. Я-то в кроссовках. И что теперь делать, не знаем. Наверное, сейчас один пойдет вперед, сделает дела, спустится, передаст кроссовки другому. И другой пойдет получать паспорт. Короче, такие вот шахматы. Юра, пока! Пока-пока. Название терминала. South Bus Terminal. Ceres. Dumaguete. I don't want go to bus. I will stay in Cebu. Cebu. We'll drink and party and meet wife. Oh, okay. You are going available? No, I Right? near, very near. Just walk. Bye. Bye. Юрец поехал домой, он поймал мототакси, сейчас его отвезут на вокзал, и он поедет обратно в Думагете. А я остаюсь в Сибу на следующие 2 дня, потому что у меня еще здесь есть дела. Домой я вернусь только через 2 или 3 дня. Где-то здесь мой отель, который я забронировал на следующие несколько дней. Red Doors. А, вот. Red Doors. Мне эта сеть понравилась, когда я остановился в Маниле. Is that a Red Doors hotel, right? Yes, sir. I have a booking. Так, что из себя представляет отель Red Doors в Сибу? Да, кстати, хлорочкой пахнет тоже чистенько, почище, чем в том отеле, в котором мы были с Юрцом. И есть окошко. Окошко — это прекрасно. Тубзик, зубная щетка, все дела. Туалет, душ. В принципе, неплохо. 950 песо он мне обошелся, и я забукал заранее на Агода этот отель. Расскажу пару слов, как сделать паспорт, находясь за границей, и не ехать в Россию, чтобы обновить паспорт, срок действия которого уже закончился. Я написал в консульский отдел Российской Федерации, отправил по электронке им запрос. Они тут же ответили без проблем, сказали, дали ссылку на сайт, где нужно было заполнить анкету. Эту анкету нужно было вместе с копией старого паспорта и гражданского паспорта отправить им на почту, и они назначили время встречи. У меня был ролик, как я летал в Манилу и подавал заявление на паспорт. Через 3 месяца паспорт был готов, и они попросили приехать его забрать. Но нам повезло, что консул приехал в Сибу, поэтому в Манилу лететь за паспортом не пришлось. Это актуально для любой страны, не только для Филиппин. Паспорт можно сделать в консульском отделе посольства Российской Федерации любой страны, не только паспорт, любые документы. В прошлый раз я сделал доверенность, 2 доверенности. Любые документы можно сделать, не приезжая в Россию. Доверенности, нотариальные переводы, апостиль, печати, штампы. Любые документы можно сделать, не приезжая в Россию. Закончили мы наши дела с бородачом, получили паспорта. Теперь у меня 2 загранника, старый и новый. Бородачу Юрке тоже выдали паспорт. С ним, конечно, история приключилась прикольная. Когда мы пришли к Ayala Mall,
его не пускали в здание, потому что по правилам в государственные учреждения нельзя заходить в сланцах. Я-то был в кроссовках, а он был в сланцах. И, в общем, мы придумали такую схему, что я вначале пойду, сделаю свои дела, получу паспорт, спущусь вниз, передам ему свои кроссовки, и он в моих кроссовках пойдет получать свой паспорт. Вот. Но когда он стоял, ждал внизу, мимо проходила женщина. Ну, просто какая-то женщина. Она спросила: что ты здесь стоишь? Он говорит: вот, там мне нужно получить паспорт, я в российское консульство, не могу пройти, потому что нету кроссовок, потому что я в шлепанцах. Она сказала: ну, подожди, сейчас что-нибудь придумаем. Через какое-то время вышел охранник и выдал Юрику свои кроссовки. А сам остался в его шлепанцах ждать снаружи. Вот, ну и Юрец прошел, сделал свои дела, мы с ним встретились. А эта женщина оказалась почетным консулом Российской Федерации на Филиппинах. В ее кабинете висят фотографии, где она здоровается с Путиным. То есть какая-то очень важная тетя на Филиппинах. Вот, я к чему? О том, что даже очень важные филиппинские люди готовы помочь в каких-то обычных житейских ситуациях каким-то обычным ребятам. Это очень круто. Еще я встретил знаменитого блогера Максима, русский филиппинец, который познакомились мы с ним. Подпишитесь на его канал, я вот ссылочку оставлю. Тут. Посмотрите, он рассказывает много полезной информации о Филиппинах без воды. На Филиппинах стала популярна история русского мужичка Юрия, который приехал сюда много-много лет назад, наверное, лет 10 уже, женился на филиппинке, у них родились дети, у него был бизнес, но что-то пошло не так. И он все потерял, он спился, и он стал обычным русским бомжом на Филиппинах, который валялся в грязи, просил милостыню. В общем, эта история стала популярна, ему захотели помочь всеми Филиппинами. Эту историю освещали в филиппинских СМИ, эту историю очень сильно раскручивали в социальных сетях, в социальных медиа. Вот, и Юрий действительно нуждался в помощи. Вот, и эта история дошла до филиппинского правительства. Они попросили посольство Российской Федерации, консульство, помочь ему с документами, потому что у него давно все визы просрочены, давно нету паспорта, никаких документов у него давно уже нету. Вот, и именно поэтому консульство приехало из Манилы в Сибу и заодно захватило наши паспорта. Вот почему мы поехали в Сибу за паспортами, а не в Манилу. Нам, кстати, с этим очень повезло. Вот. И я сейчас встретил этого Юрия в консульстве, познакомился с ним, познакомился с его мамой. Его мама недавно прилетела на Филиппины, взяла над ним опеку. И сейчас наше посольство курирует эту историю. Дальше Юрий полетит с мамой в Манилу, они будут восстанавливать документы. Ну и потом, наверное, он полетит домой в Россию. В общем, спасли мужичка. Из синей ямы его вытащили, выглядит он нормально, свежо и трезво. Сегодня 1 сентября, и уже по всем Филиппинам играют рождественские песни. У них это называется Берманс. Начиная с сентября, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, они начинают праздновать канун Рождества. Канун Берманс. 4 месяца. Уже начиная с сентября будут елки ставить, уже начиная с сентября будут гирляндами украшать свои жилища. Филиппинцам лишь бы что-нибудь поотмечать. А ты когда за паспортом полетишь в Сибу, а? Когда за паспортом полетишь? Или собакам не надо?